Каждый из нас смотрел различные научно-фантастические фильмы про будущее, удивляясь потенциальным возможностям различных технологий. Наша техногенная цивилизация развивается семимильными шагами, и прогресс становится поистине восхитительным. Удивительно, что человек из 17 века отлично бы чувствовал себя в 18 и даже 19. Но если предположить, что житель начала 20 века окажется в 21, его явно ожидает футуристический шок от такого серьезного скачка технологий. Огромное количество машин, транспортных магистралей и узлов, колоссальные массивы информации – все это требует поразительного внимания к мельчайшим деталям и точности. Значит, требуется большое количество трудозатрат. Или есть другой, более продуктивный путь. Заботу о некоторых объектах можно поручить искусственному интеллекту. Конечно, до полноценного мозга в компьютере еще крайне далеко, даже при нынешнем уровне развития технологий. Но если вы оглянетесь вокруг, то обнаружите его зачатки в самых разнообразных местах. К примеру, компьютер автомобиля, который уже научился автоматически водить машину, следить за степенью усталости и комфорта водителя, сигнализируя ему о необходимости отдыха или корректируя температуру в салоне. Даже в телефоне вы можете общаться с умным помощником Siri, который научится определять ваши желания, предложить полезную информацию или помочь совершить отличную покупку. Интересно и интригующе, не так ли? Похоже на то, что машины могут создать для нас действительно удобную среду и сделать будущее ярким и безоблачным. Но так ли это? Есть ли какие-то подвохи и опасности на этом пути? Давайте попробуем разобраться с тем, как именно искусственный интеллект повлияет на нашу жизнь. Основные преимущества искусственного интеллекта. Выполнение рутинных задач. Мы живем в эпоху глобализации и большого бизнеса. Громадные корпорации состоят из огромного количества различных филиалов и отделений, и каждый день выполняется неимоверное число разных действий: согласование отправок грузов, оформление документов, создание базы данных и так далее. Один человек попросту не может осилить такой массив информации, а несколько людей уже будут работать не совсем эффективно. И здесь на помощь придет искусственный интеллект, который безропотно и качественно выполнит любую рутинную работу. Несомненно, машины превосходят человечество в выполнении кропотливых задач. Поэтому применение искусственного интеллекта на работе снизит рабочую нагрузку и даст людям возможность повышать свои навыки. Освободившись от монотонной работы, сотрудники смогут сосредоточиться на творческих аспектах. Соответственно, они будут более продуктивными и получат дополнительное время для персонального развития. Такое сочетание человека и машины сделает мир лучше. Повышенный уровень защиты от катастроф. А еще искусственный интеллект отлично справляется с анализом большого массива данных и принятием своевременного решения на основе этой информации. Это может существенно снизить риск для человека. К примеру, может помочь предсказать угрозы лесных пожаров и бороться с ними с помощью дронов. Кроме того, искусственный интеллект способен продуктивно участвовать в борьбе с одной из основных причин изменения климата – вырубкой лесов. Системы искусственного интеллекта могут обнаруживать места незаконной вырубки лесов и других техногенных преступлений. Современная робототехника, управляемая искусственным интеллектом, и автономные подводные аппараты позволят получить доступ к морскому дну для сбора данных о морских экосистемах и пролить новый свет на разнообразие видов. Роботы с искусственным интеллектом не имеют негативных последствий от контакта с радиацией, поэтому их часто используют в атомной энергетике для удаления обломков, особенно после катастроф. Даже если они не устраняют опасность, они приносят большую пользу, помогая справиться с катастрофой. Максимальная продуктивность. Конечно же, искусственный интеллект работает всегда. Такие понятия, как отдых, усталость или болезнь, ему неизвестны. Они не будут уставать, скучать или отвлекаться. Машины на основе искусственного интеллекта не нуждаются в отдыхе. Например, искусственный интеллект сокращает время рассмотрения страховых случаев. Когда страховщику требуются дни, чтобы принять решение, механизм искусственного интеллекта справляется за считанные минуты.
Также добавьте сюда полное отсутствие ангажированности и нейтральность вместе с невозможностью коррупции или взяточничества. И главное, автоматы с искусственным интеллектом могут взять на себя дополнительную тяжелую работу без малейшей потери производительности, что также очень важно и удобно. Отсутствие риска человеческой ошибки. Сколько катастроф, экстренных ситуаций и различных ЧП возникло по причине пресловутого человеческого фактора. Это крайне печально, но логично. Люди склонны к физиологии, усталости, стрессу, эмоциям, старению и так далее. Все это может плохо отражаться на процессе принятия решений. Например, чрезмерно уставший врач или пилот самолета или диспетчер может совершить фатальную ошибку, которая приведет к трагедии, не говоря уже об авариях, вызванных пьяными водителями. В отличие от эмоциональной человечности, индивидуализированный искусственный интеллект может улучшить процесс принятия решений, когда его набор алгоритмов использует только ранее собранную информацию. Искусственный интеллект действительно может спасать человеческие жизни. Удобство и создание комфортной атмосферы. Здесь речь идет о домашнем уюте и комфорте. Уже существует множество систем типа «умный дом», которые способны влиять на множество домашних параметров. К примеру, программа способна анализировать ваши предпочтения о температуре и менять работу кондиционеров в квартире. И все это с учетом процента влажности воздуха, солнечного освещения и других параметров. Подключение искусственного интеллекта к холодильнику позволяет вовремя напоминать о необходимости покупки или сделать заказ самостоятельно, с учетом планов владельца. Более того, умные дома на базе искусственного интеллекта не только делают жизнь проще и динамичнее, но и помогают экономить деньги и сокращать потребление воды и энергии. Высокоэффективные системы включают устройства, которые разумно регулируют использование определенных ресурсов. При интеграции в интеллектуальную сеть эти устройства могут еще больше снизить расходы. Максимально эффективный анализ данных. Специальный искусственный интеллект способен даже справиться с вековой проблемой человечества – каждодневным прогнозом синоптиков 50/50. Все больше и больше исследователей используют методы компьютерного зрения и машинного обучения для обнаружения приближающихся циклонов в режиме реального времени. Благодаря этому можно не только правильно подобрать одежду, выходя из дома. Эта возможность поможет предугадать циклоны, штормы и другие катаклизмы, позволяя вовремя эвакуировать людей или проложить маршрут судна в другом месте. Также, имея точную информацию о погоде, фермеры смогут максимально увеличить урожай. Идеальное распределение ресурсов. С помощью искусственного интеллекта можно значительно снизить мощность, потребляемую нашими домами и машинами, тогда как срок службы и эффективность оборудования, конечно же, увеличатся. В режиме реального времени искусственный интеллект может запускать уличное освещение, регулировать поток автомобилей и так далее. Также такой подход, тщательно адаптированный к предпочтениям потребителей, не позволяет механизмам тратить ресурсы впустую. Позабудьте о забытом свете и включенном кране. Только идеальная эффективность. От этого нововведения выиграют не только коммунальные предприятия. Энергопотребление машин, складов и оборудования для выращивания сельскохозяйственных культур также сократится. Еще одна ключевая возможность искусственного интеллекта – доставка грузов. Алгоритм может найти наиболее эффективный маршрут, экономя топливо, что в долгосрочной перспективе увеличивает срок службы автомобиля. Недостатки искусственного интеллекта. Увеличение безработицы. Конечно, не все так радужно. Искусственный интеллект может быть крайне полезен для предприятий и других отраслей. Но такая эффективность также отрицательно скажется на отношении к человеческому труду. Согласно прогнозам, так или иначе, искусственный интеллект повлияет на более чем 95% рабочих мест, вытесняя или дополняя их. Причем эффект будет неравномерным для разных отраслей. Искусственный интеллект ударит по более трудоемким областям, таким как производство, сельское хозяйство и логистика, и вызовет сокращение ручного труда. А сферы здравоохранения и образования могут выиграть от новых технологий. Отсутствие абстрактного мышления. Очевидный факт
Даже самый продвинутый искусственный интеллект не будет способен творить или создавать нечто такое, что не заложено алгоритмами. Интересно, что даже машина случайных чисел подчиняется своей, весьма неслучайной логике. Поэтому художники, писатели и философы могут вздохнуть спокойно. Их сферы останутся неприкосновенными. Также искусственный интеллект не знает понятий морали, нравственности или справедливости. Эти категории невозможно запрограммировать или воссоздать в двоичном коде, понятном машине. Многие ключевые решения требуют этих понятий, а отсутствие такого понимания может привести к реальным катастрофам. Поэтому очевидно, что над каждой машиной должен стоять человек. Больше лени, меньше социализации. Да, искусственный интеллект сделает нашу жизнь удобнее. Но это только одна сторона медали. Люди позволяют искусственному интеллекту думать от их имени, так как нет необходимости что-то учить или запоминать. Всегда можно спросить машину. Это приводит к возникновению эффекта фрагментарности знаний, когда человек знает только обрывки информации и не является специалистом ни в какой области. Зависимость от машины действительно вопрос личного выбора. Если технологии используются с умом, чтобы делегировать и автоматизировать простые вещи помощнику искусственного интеллекта, это может стать отличным базисом для еще большего прогресса. Также наличие рядом с нами интеллекта, заботящегося о нашем комфорте, приведет не только к росту лени, но и к меньшей потребности в социализации. Зачем общаться с другими людьми, где присутствует риск быть непонятым, если есть робот, который уже знает ваш характер и с радостью подстраивается под него? Помните голливудский фильм «Она»? Именно эта картина рассказывает нам о сложности и эмоциональной неоднозначности отношений чувственного человека и бездушной машины. Страх восстания. Конечно же, мировая культура и огромная часть научно-популярной фантастики привила нам опасения того, что со временем искусственный интеллект пожелает уничтожить человечество. Многие статьи и фильмы несут мысль о том, что машины могут стать злыми и противостоять человеку. Однако этот сценарий сочетает в себе три отдельных заблуждения: беспокойство о сознании, зло и роботов. Дело в том, что искусственный интеллект не может быть добрым или злым, поскольку он не оперирует этими понятиями. Настоящее беспокойство вызывает не злоба, а компетентность. Сверхразумный искусственный интеллект по определению очень хорош в достижении своих целей, какими бы они ни были. Поэтому нам необходимо убедиться, что его цели совпадают с нашими. Люди обычно не ненавидят муравьев, но мы умнее их. Так что, если мы хотим построить плотину гидроэлектростанции, и там есть муравейник, для муравьев очень плохо. Правильно сконструированный искусственный интеллект не сможет даже начать планировать подобные операции по отношению к человеку, ведь его цели и задачи являются совершенно иными. Заключение. Прогресс, равно как и любое действие, это процесс, имеющий две стороны. Конечно же, искусственный интеллект поможет сделать жизнь более удобной, а бизнес более эффективным. Но вместе с этим появляются дополнительные сложности и проблемы, с которыми человечество ранее не сталкивалось. Поэтому данный процесс должен быть очень продуманным и комплексным, а во главе должен стоять человек. Ведь мораль, нравственность и способность думать абстрактно являются теми аспектами, которые и вывели человечество на этот виток истории. Было интересно? Тогда скорее жми на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем до встречи!